Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тютченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, как кормить собаку при наличии у нее хронического панкреатита. Ведь хронический панкреатит у собак бывает очень часто. И что очень важно знать, что при жизни диагноз на панкреатит ставится не так уже и часто. Это всего где-то 10%. А вот посмертно диагноз на панкреатит устанавливают почти у 70% собак. Это очень большая цифра. Что такое панкреатит? Это воспаление поджелудочной железы, которое участвует в переваривании пищи. Она вырабатывает гормоны, которые расщепляют жиры, белки и углеводы. Также вырабатывает гормон инсулин. Если есть воспаление поджелудочной железы, то значит пища переваривается не полностью. Ну и естественно, что организм не получает многих питательных веществ. Причин возникновения воспаления поджелудочной железы очень много. Это и неправильное кормление, особенно если в рационе чрезмерное количество жира и углеводов, и перенесенные инфекционные заболевания. Применение очень многих лекарственных препаратов также вызывает панкреатит. Ожирение проще перечислить, из-за чего он не возникает, чем наоборот. Если у собаки есть проблемы с печенью, то тоже возникает панкреатит. У собак поджелудочная железа имеет общий проток с печенью, поэтому любые нарушения в выведении желчи затрудняют выведение и панкреатического секрета. Одним словом, все собаки потенциальные панкреатитчики, особенно собаки мелких пород. Об особенностях протекания панкреатита у собак мелких пород я даже сниму отдельное видео. Этот вопрос заслуживает отдельного внимания. Панкреатит может протекать в острой и хронической форме. Острый панкреатит протекает с ярко выраженными симптомами, а при хроническом панкреатите симптомы стерты и заболевание может протекать практически незаметно. Это очень опасно, так как если ничего не предпринимать, то в конце концов это закончится летальным исходом. Симптомы хронического панкреатита обостряются и становятся заметными, когда у собаки остается менее 20% здоровой ткани поджелудочной железы. Ситуации при панкреатитах бывают разные. Бывают случаи, когда приходится прибегать и к хирургической операции на поджелудочной железе. Но успех тут даже не 50/50. Более чем у 70% это летальный исход. Специфического лечения при панкреатите нет, только симптоматическое. Да, медикаментозно устраняется острая форма, а дальше надо придерживаться диеты. При хроническом панкреатите главным поддерживающим компонентом в его лечении есть поддерживающая диета. Без нее никак. Есть два вида диет. Это сухие корма, разработанные специально для собак с хроническим панкреатитом, и диета, состоящая из натуральных кормов. Я не буду сейчас останавливаться на сухих кормах. Поговорим о диете, состоящей из натуральных кормов. А сухие корма для собак с панкреатитом рассмотрим как-то в другой раз. Но какую диету вы не выбрали, к ним есть общие требования. Давайте рассмотрим эти требования, и тогда у вас будет меньше вопросов, типа: доктор, а этот продукт можно включать в состав диеты или нет? При хроническом панкреатите собак диета должна быть с низким содержанием жира и низким уровнем углеводов. При панкреатите следует избегать кормления жирной пищей. Все жиры должны быть строго дозированы, согласно норм. Совсем без жиров тоже нельзя. Но у собак, склонных к этому заболеванию, даже однократная доза корма с высоким содержанием жиров может вызвать обострение панкреатита. Собакам с панкреатитом необходимо контролировать потребление сахара. Избегайте продуктов, содержащих много сахара. Например, меда, винограда. Также следует ограничить потребление овощей с высоким содержанием сахара. Не надо давать собакам тыкву, свежую кукурузу. О фруктах я вообще молчу. Они все сладкие, да к тому же еще и большинство из них и аллергенные. Не надо их давать собакам. Меня часто спрашивают: доктор, а можно собаке давать виноград? Если вы иногда дадите собаке пару виноградин, то, конечно же, ничего страшного не произойдет. Но если вы будете это делать часто, да еще и в намного больших количествах, то обострение панкреатита у собаки практически гарантировано. И это касается не только винограда. Это касается и многих других сладких фруктов. Я бы не стал этого делать. А зачем? Пользы практически ноль. Но панкреатит или аллергическую реакцию этим вы можете вызвать на раз. Собаке можно включать в диету при панкреатите картофель, цветную капусту, кабачки, морковь. Овощи можно давать сырыми или припустить их немножко на пару.
Теперь третье, что должно быть в рационе. Это наличие высококачественного белка и высокоусвояемых углеводов. Эти продукты снимут нагрузку с поджелудочной железы. Под высококачественным белком имеется в виду качественное мясо, которое употребляется в пищу человеком. В первую очередь это нежирная свинина, телятина, индюшатина, крольчатина. Хорошие потрошки, будь то куриные или другие, можно давать. Нельзя собаке давать жирную свинину, нежирную можно. Сейчас есть и такая, так что не бойтесь такую свинину включать в рацион собаки. Нельзя давать собакам жирные боинские отходы, типа всевозможные обрези и кишки. Там очень много жира. И, кстати, не путайте субпродукты с боинскими отходами. Это разные вещи. Субпродукты — это печень, легкие, сердце. Да, углеводы должны быть легко усвояемыми. Но ими тоже нельзя злоупотреблять и перекармливать собаку. Собаке нужны углеводы, но их излишек ведет к ожирению и нагружает поджелудочную железу. Поджелудочная железа собак больше заточена на переваривание белков, нежели жиров и углеводов. Можно давать собаке нежирные йогурты или другие кисломолочные продукты. Собаки, которые находятся на диете с низким содержанием жира, испытывают недостаток витаминов А и Е. Поэтому в рацион собаки можно добавлять масло льняное, масло лососевое или масло угря. В этих маслах очень много полиненасыщенных кислот типа омега-3. В принципе, в рацион можно добавлять и масло подсолнечное, если нет возможности добавлять те масла, о которых я сказал выше. Что касается масла растительного, то оно должно быть рафинированным. Все зависит от возможностей владельца. Здесь нет какого-то очень жесткого стандарта, но стремиться надо к лучшему. Одним из критериев качества жизни, что человека, что собаки, есть качество питания. Ну вот в принципе и все, что касается диеты при хроническом панкреатите собак. Если вы внимательно слушали, то у многих из вас очевидно возник вопрос. Так а где же здесь диета? Я свою собаку где-то так и кормлю без оглядки на панкреатит. И если это так это же прекрасно. Это очень даже хорошо. Это значит, что вы правильно кормите свою собаку и таким образом вы профилактируете возникновение панкреатита. Профилактика панкреатита как раз и состоит в том, чтобы не давать собаке никаких вредностей. Ну, не без того, что вы когда-либо дадите собаке, например, виноградинку или чуть-чуть какого-либо другого лакомства. И если уже у собаки есть хронический панкреатит, то тогда даже такие безобидные вещи переходят в разряд жесткого «нет». Я бы и здоровой собаке не давал каких-то вредностей. Но при наличии хронического панкреатита любой кусочек, даже самый маленький, может вызвать обострение панкреатита. И если у кого-то возник вопрос, так а что считать вредностями? Вредностей очень много. Не буду их даже перечислять. Это долго. Да и не надо все это запоминать. В действительности все определяется очень просто. Сравнивайте все с зайцем. Например, вы хотите дать собаке кусочек копченой колбасы. Сразу подумайте, а есть ли в зайце копченая колбаса? Ее там точно нет. Ну, значит, это собаке точно давать нельзя. И такой же подход касается всех остальных продуктов. Если кто-то мне возразит, что вот я, мол, своей собаке и то даю, и другое, и ничего, все нормально. Все может быть. У каждого организма есть свой запас прочности. Это раз. Если бы мы все сразу скручивались в бублик от какой-то вредной пищи, то и люди, и собаки все давно уже бы вымерли. Но время и неправильное кормление все равно свое возьмут. А во-вторых, не забывайте, что диагноз на панкреатит ставится только в 10% собак. Я об этом сказал выше. А в то время как реальное его распространение около 70%. Поэтому отсутствие симптомов панкреатита — это даже еще более опасно, чем они есть. При наличии симптомов осознается проблема и предпринимаются все усилия, чтобы исправить ситуацию. А когда никаких симптомов нет, то тогда все спокойны. Это усыпляет бдительность. А в это время болезнь делает свое черное дело и медленно разрушает организм собаки. Конечно же, это значительно сокращает жизнь собак. Поэтому кормите своих любимцев правильно. Если же у собаки возник острый панкреатит или обострился хронический, то там несколько другие подходы, нежели те, о которых я вам рассказал. Но об этом мы поговорим в одном из наших последующих видео. А пока на этом все. Берегите своих собак и кормите их правильно. Подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!